У меня в руках Нави-карта от Тинькофф. Уникальный дизайн, автографы игроков КС-состава и особая кэшбэк-система. Именно с ней вы можете копить и обменивать бонусы на игры, технику и внутриигровые предметы. Создай свою Нави-карту от Тинькофф. Всем привет, друзья! Это наш первый влог в 2022 году на новом буткемпе. Надеюсь, вы уже посмотрели его обзор, а если он еще не вышел, то поверьте, вас ждет очень прикольное видео. Что нас сегодня ждет? Первая официалка для наших КСеров против команды Мибр Best of 1. В целом будет насыщенный день в рамках Blast Premier Spring Groups, поэтому давайте проведем его вместе. Перед этим мы записали небольшие интервью с Валерой и Андреем, поэтому мы посмотрим их тоже, поболтали о том, как вообще прошли каникулы, как прошла подготовка и первые тренировки, и насколько они, в принципе, готовы к сезону. В общем, всем приятного просмотра, друзья. Погнали! Что, друзья, сегодня пятница, 28 января, завтра у ребят первая официалка в 2022 году, поэтому хотелось спросить тебя, Андрей, привет в первую очередь. Привет. Хотелось спросить, в общем-то, как дела, актуальные события из вашей жизни, но начать, наверное, все-таки с того, анализировал ли ты прошлый год, какие ты подвел лично для себя итоги того, что произошло, может быть, там в паре слов. Каким был 21-й и вот с какими мыслями входим мы в новый сезон? 21-й был успешным. Были свои какие-то сложности, мы с ними пытались справляться. То есть мы знаем, мы четко понимаем, какие у нас есть недочеты, над чем нужно работать в будущем. Поэтому на этом, наверное, мы и закончили год в плане того, куда мы движемся дальше. У нас есть потенциально очень мощная такая возможность закрепиться в Тир-1, создать свою эру, как это сделали там Астралис в свое время, Fnatic и так далее. То есть тут даже момент такой, то что когда ты собираешь состав, ты можешь только об этом думать. Ты можешь думать, вот, чего мы хотим добиться, типа, в перспективе, типа, это создать свою эру, но ты только начинаешь, ты еще даже ничего не выиграл, и ты можешь только себе, ставить только себе цели. Но когда ты уже дошел до того момента, когда ты действительно это делаешь, и у тебя складывается такое обстоятельство, что все реально к этому идет, вот тогда ты уже это осознаешь, что у тебя есть реальный шанс. Не просто ты его там выстроил где-то там в будущем на горизонте, а у тебя есть реальный шанс. Этот реальный шанс, он сейчас есть. Команды перестраиваются в составы, главные конкуренты Гамбит, Герой, потому что они остались прежними составами. Virtus.pro там тоже подбираются потихоньку, они закончили неплохо год, и у них есть свои, свои амбиции на этот год. Вот, и куча составов перестроились для того, чтобы просто иметь какие-то шансы или сделать нечто тоже великое. Поэтому вы ближе всего, чем когда-либо были к тому, чтобы создать свою эру. Но в то же время мы понимаем, что это не просто какой-то там по щелчку пальца делается, что это не easy какой-то путь, не easy way, то, что мы спокойно на автомате добьемся своего. Наоборот, все теперь как голодные звери хотят вас победить, да? Это да, но при этом мы еще не очень доминировали, прям тотально доминировали в матчах. То есть мы обыгрывали команду, там были скользкие, такие ровные матчи часто были. Мы уступали карты там в каких-то матчах, да, то есть не просто было всегда 2-0, как было на мажоре, там, easy. А потом началось чуть-чуть сложнее. То есть у нас есть этот потенциал, мы можем сильно обыгрывать команды, доминировать, но это происходит не всегда. И мы понимаем, из-за чего это происходит, мы будем над этим работать. То есть мы знаем, что для того, чтобы достичь этой цели, нам нужно очень много работать. То есть вот это самый важный момент, что не думать, что это случится как предвосхищение, знаешь, как предожидание, как все ожидали в прошлом году. Автоматически, не продлится, да? Все думали, что Нави, какой-то был турнир, по-моему, даже мажор, когда говорили, Нави выигрывают. Ну да. И мы играем в финал, и все говорят, что Нави выигрывают без шансов. Да. Это сложный момент, потому что тебя программируют то, что это случится, а тебе не нужно после этого ничего делать. Просто ты с этим смиряешься, и это неправильно. Поэтому вот часто очень важно оставаться в реальности, понимать, что... Критическое мышление, да? То есть понимать, что ошибка может случиться. Ну что, Валер, мы вернулись из отпуска, и вы вернулись из отпуска. Может, расскажешь, как ты провел эти праздники? Я видела, ты ездил отдыхать, ездил в Буковель, как прошло все? Да, я ездил на горнолыжный курорт.
Шло все супер, но когда я вернулся, я немножко приболел. На чем катался? На сноуборде или на лыжах? Как ты думаешь? На сноуборде, наверное. Ты за моим инстаграмом сидишь, да? Конечно, я слежу за твоим инстаграмом. И там была фотка, как я был на лыжах. Ну, я не заметила. Я тоже катаюсь на лыжах, поэтому я тебя не осуждаю. Ты знаешь, есть хейтеры, говорят, что типа только там слабаки на лыжах катаются, но это все неправда. Ну, в общем, не упал, все нормально прошло. Все было замечательно. Хорошо катаешься? Ну, относительно. Относительно. Да, все познается в сравнении. Ну, расскажи, самое главное событие, наверное, этого месяца был рейтинг лучших игроков ХЛТВ, и ты попал туда в этом году на 9 место. Это твое первое появление вообще на тир-1 сцене, это был твой первый год, и ты сразу попал в рейтинг, сразу в топ-10. Насколько вообще это было для тебя важно, вот эта оценка? Ну, если честно, ну просто было приятно попасть в топ-10. Я вообще понимал, когда закончился сезон, то, что я попаду, скорее всего, в топ-10. Угу. На какое место ты рассчитывал? Думал ли ты, вот, что будет? Ну, честно. Ну, не хочу я говорить, на какое место я рассчитывал, какое будет, но маем еще маем. Будем стараться. Ну, в любом случае, ты гордился собой, почувствовал эту гордость? Я гордился в первую очередь командой, то, что мы молодцы, провели крутой сезон, крутой год, точнее. Ну, в целом, это самое такое главное достижение, даже не то, что достижение, а командное достижение, которое мы получили в этом году, меня больше вдохновляет, чем топ-10. Ну, топ-10, конечно, тоже приятно. Как ты вообще оцениваешь этот рейтинг? Потому что очень много критики было высказано по поводу того, как ЛТВ вообще считает, как они оценивают, как они составляют этот рейтинг. Ты согласен на... Ну, я тебя не прошу называть какие-то конкретные моменты, которые, там, с которыми ты не согласен, но в целом, вот как ты к нему отнесся в этом году? Ну, в целом, то, если честно, у них какая-то система. Я не буду их осуждать, но мне кажется, в какой-то мере они немножко... Ошиблись? Не то, что ошиблись, немножко несправедливо в каких-то моментах подсчитывают. Ну, многие, да, в принципе, наверное, с тобой согласились. Вот там, Илюха, там, например. Вот как они вообще могут не учитывать командные награды, когда выбирают, когда выбирают топ лучших игроков? Потому что это же самое важное, это командная игра, и здесь решают, мне кажется, командные достижения. И чем больше ты выиграл, тем ты круче. Да, по сути, это один игрок, он, если его выпустить на сервер, он же не сделает ничего, Конечно. а они рассчитывают именно из этой логики, будто бы. Поэтому согласна. Вот да, я что думал, Илюха тоже попадет в 20-ку. Очень многие так и думали. И они почему-то не... Ну, пройди, мы это вырежем потом. Вы вернулись, точнее, к тренировкам, вы заехали на буткэмп. Расскажи, с какого числа вы начали тренироваться? Так, мы заехали на буткэмп 25-го вроде бы, если не ошибаюсь. А до этого были онлайн-тренировки? Да, мы тренировались немножко онлайн, ну как немножко, может там недельку. И вот приехали на буткэмп тренироваться. Ну и вот сейчас ребята уже приступили к тренировкам, завтра первая официалка. От единицы до 10. В какой форме ребята подошли к первым тренировкам? И как тебе показалось, удалось им перевести дух и немножко отдохнуть на этих каникулах? Подойти, вот, ну даже если чуть слабее, там индивидуально, но все равно, знаешь, морально вот как-то отдохнувшими. Удалось ли? Нет, отдохнуть получилось. Да? Мы отдохнули хорошо. Думаю, даже такого долгого у нас не было еще отпуска. Вот. Видимо, он был реально необходим. Действительно. Да. Вот. Начали, само собой, тренировки очень плохо, но потому что мы только-только начали играть. Это вполне нормально. Но пока мы далеко не в своей форме. То есть нам однозначно нужно сыграть турнир, посмотреть, что не так, что так. То есть понять, всегда, даже если мы выиграем турнир, есть то, над чем нужно работать. Вот, поэтому нам нужно его сыграть, чтобы проверить статус и понимать, какие вещи нужно корректировать, улучшать, добавлять. Ты как тренер будешь менять как-то подход к тренировкам в этом году? Работал ли ты в этом направлении или, в принципе, это процесс, который сам собой происходит естественно? Да, в первую очередь происходит естественно, потому что мы смотрим, чего не хватает, над чем нужно работать, и оно само как бы подтягивается. Вот, но тоже есть пару моментов, которые мы хотим добавить, поэтому будем постараться добавлять кое-что. Фиксим наши ошибки, проблемы и стараемся улучшаться с каждым днем.
Хорошо, у вас уже 29 числа, уже в эту субботу первые официалки против МИБР. Да. Да? Да, за Blast начинаем играть. Уже, так сказать, не терпится тебе вступить в битву? Да, я очень люблю официальные матчи. И я уже хочу поскорее официальные матчи, но тоже тренироваться нужно. Я, насколько слышал, у них там замены будут, вообще 2 замены будет к матчу. Мы будем готовиться 100%, мы к любому сопернику готовимся. Нет такого, что мы там, они там такие, они слабее, мы не будем готовиться. Нет. Да. Мы стараемся ко всем готовиться и подходить максимально сфокусированно к каждому матчу. Класс. Я думаю, что прямо сейчас мы увидим, как будет проходить этот матч, друзья, поэтому продолжаем смотреть влог. Я сзади слева точно, Андрей справа. Я Валерчик. Да, Ярик. Все, готовы? Парни, фокус, давай. Кто вы? Готовы бежать! Готовьтесь к разбусу. Смотри, Рус. Они подавят молик тачку, боятся тачку. Я запер их просто. Тачка. Один длина убегает длина, один звук. За За иксом бил. 33. Байч его. Бам! И слева еще. Найс! Здорово. Лучше! И залажу. Смотри, блядь. Босс справа свой цвет. Тоже длина. Да, босс справа. Старт, 2 флешки длина. Ты за дальний пойдешь или что? Надо зиг драться и мид парни остаться. Слышишь, нельзя 2Б играть. Второй смог бы дали. 2 смока на Б нету. Кирилл и Валера, вам нужно будет продлить смоки. Слышим. Я прилетела, но он фриканул, и какая-то его задела ходила. Саня, это я попал на песню? Что начало происходить после того, как мы проиграли наш первый пост против МИБР? Мы посмотрели матч Астралис против OG. OG победили, и сейчас мы смотрим Венера. МИБР против, опять же, OG. Все, best of 1. Ребятки посмотрели первую игру, и вот сейчас на второй уже пошли готовиться к своему следующему сопернику. Мы играем против Астралис. Прямо сейчас они находятся в игровой, сидят за компьютерами, разбираются, готовятся, а мы пока вот тут в гостиной смотрим, в общем-то, МИБР OG и немножко переживаем. Но я уверена, что все будет хорошо. Обычно первый блин комом не мог быть старт сезона слишком гладким, но я уверена, что дальше все будет хорошо. Мы продолжаем смотреть влог. Идем. Красный. Резано. Ага, не стресс. Да я копу? Да. Дал бомбу. Элик, поставишь? У меня дигл. А где он? Где он именно? Я спадал скоро выйду. Давайте я его попробую убить. Можешь попробовать. Хорош. Галил. Молодцы. Под машиной, дефолт. Дефолт стоит. Розетка. Дефолт стоит. 90. Еще ждите, балкончик, пожалуйста. И ладно, рубил. Головами там. Шла еще. 1-1-Б. Еще близко. Он близко был. Бен убил.
because I've been in it. I don't need to brag. I guess that's what happens when you taking care of your business. But some family, you do the math. I'm out of my pocket. Houston, we got a... Крубил. Голову. Я светло. Он голову. Авик. Голову бил. Я джангл занял. Watch out, get ahead. Watch out, set it up. Bet you I shut it down. Watch out, get a win. I don't think they really wanna come and get the winner. Got a finger run up in on a grenade. I ain't never been there where you think you compare. I'm a line, but the winner about the cage. I need all the wins. Yeah. Ain't no L's, I gotta get a no call and quit. Распикивай, помочь. Влад. Я к этой думаю, поживи. Cause I'm coming with harder hits. My head is as hard as a brick, but I'm harder than all of this. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. You better move, you might get knocked out. Скаут. Я убил. Еще скаут. Я контролю. Живи просто. На мой контакт. Убил по берегу бомбу. Зик. Зик убил. Я живу. Я смог гамма. Живи, пожалуйста. Розетка типа. Потом красный потом. Упал на меня, упал на меня. Оказывается, цельте себя. Ковры взял. Дефолт ковры и трон. Ковры смотрю. Или двигаться надо. Взял правый дефолт. Яма. Дай! Хорош, Санечек. Нет, так там типа не могло быть в коне. Он бы слышал типа. Не, если он спрыгнул. Если он спрыгнул, он услышит, и я уйду. Ну что, только что закончилась наша вторая игра против Астралис. И вот такой вот у нас был старт на Blast Premier Sprint Showdown, Кирилл. Какие комментарии, какие вот остались у тебя? Выводы, наверное, еще рано. В общем, что мог бы сказать после этой игры? Ну, мы делали акцент на то, что перед играми, то, что нужно доигрывать 100% раунды, то есть большинство там, где уже есть преимущество. Вот. И Андрей это говорил перед матчем, перед первым еще. Вот. Во второй игре это очень сильно повлияло, потому что на допах были моменты 4-2 и 3-3 последний раунд с преимуществом. Там тоже был занятым пунктом ключевые раунды. Вот. Ну и в принципе как-то отдали игру, потому что вели 7-1, по-моему. Потом не добрали свои раунды в атаке. Вот. И в защите тоже начались трудности. Вот, отдавали тоже по ситуации 5-3. Ну, в общем, в большинстве. Но я думаю, что это от игровой практики. Нужно больше играть, просто сейчас официалка. Ну, как бы, понятно, что результат неудовлетворительный. Вот, мы сами это понимаем, так что... Естественно. Приехали сюда работать и будем продолжать. Теперь до Катовицы все, да? Не будет официалов? Будете только тренироваться? Ну, наверное, да. Да, сейчас надо набирать игровую форму, подтягивать все карты и, в принципе, просто набирать форму, как мы видим. Сейчас начало года, и все команды хотят... Ну, во-первых, все заряжены, сейчас начало года, все команды сделали ростер-апдейты, так что старт сезона как бы обещал быть тяжелым. Я еще, даже когда мы только уходили на отпуск после последнего бласта, который выиграли, сказал, что следующий год будет намного тяжелее, чем этот. Вот, ну, как бы это вот пока что показывает. Тяжелее, потому что все хотят вас обыграть и лучше? Да нет, просто тяжелее удержаться, чем достигнуть. Это во-первых. Вот, во-вторых, конечно, сейчас ростер-апдейты все сделали, все хотят нас свергнуть, и как бы давление с какой-то комьюнити, всех ожиданий от нас высокие, как бы, я об этом лично не думаю, но, понятно, в любом случае как-то промелькает мысль, что как бы от тебя ожидания высокие, нельзя зафейлить. Вот, но мы все люди, все работаем и стараемся в любом случае. В любом случае, это совершенно точно. На буткемпе вы остаетесь, правильно? Доктовица здесь, в Киеве, будете работать вместе. Я думаю, что это 100% даст плоды. Спасибо большое, что дал свой комментарий. Мы оставляем вас отдыхать, друзья. Спасибо, что посмотрели этот влог. Подпишитесь обязательно на наш YouTube-канал. И желайте нам удачи. Колокольчик не забудьте, чтобы не пропустить новые видео. Всем пока!